Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Если бы меня спросили за час до прыжка, чем закончится мой выходной, я бы назвала два варианта. Либо я благополучно приземлюсь на поле, либо в случае внештатной ситуации на того же инструктора, который пил кофе на стартовой площадке. Вариант «в другой мир» в моем риск-менеджменте не значился. Ветер был попутный, облачность нулевая, парашют свежепроверенный. Я считала секунды, как полагается. И на 1004 увидела под собой кольцо. Мерцающее, неприлично яркого фиолетового цвета, прямо в воздухе, которого секунду назад не было. Это не по регламенту, успела я подумать. А дальше была тишина, темнота и ощущение, будто меня пропустили через блендер. И мягкая, но ощутимая посадка на клумбу с лавандой. Я лежала лицом вверх. Небо было другим, голубым, но другим. Какой-то другой оттенок, другие облака. Надо мной, склонившись, стоял мужчина. Камзол, кружевной воротник, темные волосы до плеч и выражение лица, которое я профессионально классифицировала как клиент на первой встрече, настороженность категории «С». Она что, сумасшедшая, значит? «Вы, — сказал он, — упали». «Добрый день», — сказала я, потому что в любой непонятной ситуации кризис-менеджер начинает с вежливости. «Это ваша клумба?» «Моя. Вы ее примяли». «Приношу свои извинения. Я не целилась». Он моргнул, потом протянул руку. Жест благородного человека, вынужденного помочь субъекту неясного происхождения. Я встала, отряхнула комбинезон и огляделась. Поместье, каменное, трехэтажное, с башенками, красивое и заметно запущенное. Окно на втором этаже заколочено досками. Клумба, на которую я приземлилась, была единственной, где что-то росло. Остальное — сорняки по пояс. «Как вас зовут?» — спросил мужчина. «Марина, а вас?» «Рейнард ван Дольт, граф Зольнховский». Я услышала «граф» и автоматически подсчитала. Недвижимость есть, проблемы есть, готовность к изменениям под вопросом. «Граф», — сказала я, — «у вас крыша протекает?» Он посмотрел на меня так, будто я сказала, что у него прыщ на носу. «Я знаю», — сказал он сквозь зубы. «И вы не починили?» «Я занят». «Чем?» Он замолчал. И это молчание было красноречивее любого ответа. Клиент не управляет активом, клиент занят. Чем именно, не уточняет. «Ладно», — сказала я, — «где здесь можно умыться и получить объяснение?» Он повел меня в дом. По дороге я наступила на 3 сломанные ступеньки, увидела 2 слуг, оба спали, один в углу, другой на лавке, и кухню, которую я бы закрыла по санитарным нормам за 3 секунды. Граф шел впереди и не оглядывался. Я шла сзади и делала мысленные пометки. Проект полный, бюджет неизвестен. Персонал демотивирован, руководство в отрицании. Это не поместье. Это корпоративный банкрот в камне и лаванде. И впервые за долгое время я почувствовала то, что в корпоративной культуре не принято называть своим именем. Я почувствовала азарт. Граф отвел меня в гостевую комнату, единственную, где не пахло сыростью, и было окно без щелей. «Отдыхайте», — сказал он, — «а я пошлю за магом выяснить, что вы такое». «Я женщина», — сказала я. «Я в курсе. Но откуда? Маг выяснит». Дверь закрылась, я села на кровать. Кровать скрипнула, промятая посередине так, будто здесь спал не один человек, а бригада. Стены голый камень без ковров, зеркало мутное в пятнах, на столе кувшин с водой и кусок хлеба. Хлеб зачерствел до состояния конструкционного материала. «Да уж», — подумала я, — «размещение ниже стандарта».
Коммуникации отсутствуют, питание условное, однако я жива, в безопасности, и вокруг меня проект, который можно спасти. Плюсы перевешивают минусы. Беру в работу. Я умылась, разделась до нижней рубашки, легла и провалилась в сон. Проснулась от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Кто-то смотрел. Маленький, заросший серо-бурой шерстью, с глазами, как два раскаленных угля. Сидел на сундуке у двери, свесив ноги, и молчал. «Здравствуйте», — сказала я, потому что привыкла начинать с вежливости даже с неожиданными субъектами. «Вы здесь работаете или наблюдаете?» Существо помолчало, а потом: «Работаю. 12 лет. А наблюдать это графиня должна. Но графини нет, только бабы. Какие-то временные». Я села на кровати. «Вы домовой?» «А ты падшая с неба? Попаданка буквально». «Марина. Меня зовут Марина, а вас?» «Химки. Я домовой этого дома. Ну или того, что осталось от дома и от меня». Он произнес это без жалости, как отчет. И я узнала интонацию. Так говорят сотрудники, которые выгорели, но еще не уволились. «Я здесь, я работаю, но если что, я уже на грани». «Химки», — сказала я, — «а расскажи мне, пожалуйста, что здесь происходит? Коротко, по пунктам». Он посмотрел на меня с интересом. Потом, впервые за вечер, видимо, чуть расслабился. «По пунктам?» «Рассказываю. Граф молодой, глупый, красивый. Он неплохой хозяин, но хозяином не бывает. Все по светским делам, по бабам, по пирушкам. А дом гниет, слуги ленивые, счета в углу, молью источенные, крыша течет. Я один, графини нет. Бабы есть, но все не те. Вот, по пунктам». «И давно так?» 12 лет, с тех пор, как старый граф помер. А этот унаследовал, и понеслось». «И ты терпел?» «А что я? Я домовой. Я не увольняюсь. Я держу, что могу. Но уже мало что держу». Я помолчала, а потом сказала: «Хинке, я к тебе кое-что скажу. Я из другого мира. Сюда попала случайно. Вернуться не могу, портал закрылся. Я здесь, и я умею наводить порядок». «Умеешь? Наведи. Только граф не даст». «Граф — клиент. Клиента надо убедить. А для этого результаты показать. А для результатов доступ. А доступ через работу. То есть надо начать с малого. Завтра утром осмотреть дом. Мне нужен проводник. Ты согласен?» «Я? Я домовой, меня никто не спрашивает». «Но я вот и спрашиваю». Хинке молчал долго, потом слез с сундука, подошел с кровати, посмотрел снизу вверх. «Ты странная», — сказал он, — «но я согласен. Только есть условие». «Какое?» «Если граф опять притащит бабу, ты ее спустишь с лестницы сама. А то я не умею, у меня масштаб не тот». «Хинке», — сказала я не буду спускать никого с лестницы. Я буду спускать их профессионально, с обоснованием и в присутствии свидетелей. Это эффектнее». Он фыркнул, но улыбнулся. А я подумала: союзник приобретен. Первый сотрудник мотивирован. Проект запущен. Утром граф прислал слугу. Заспанного, немытого, с лицом человека, которого разбудили ради пустяка. «Граф велел проводить вас к нему. Маг приехал». Маг оказался тощим стариком с прибором, похожим на компас, к которому приделали колокольчик. Он посмотрел на меня, покрутил компас, прислушался к колокольчику. Колокольчик звякнул и замолчал. «Женщина», — объявил маг, — «обычная, совершенно. Магии 0, откуда неизвестно. Портал односторонний, возврат невозможен. Все». Рейнар смотрел на меня с выражением лица человека, который заказал ведьму, а ему доставили бухгалтера. «То есть вы не ведьма, не шпионка и не демон. Вы просто женщина из ниоткуда». «Просто женщина — это уже немало», — сказала я. «Тем более с навыками. А вам нужна экономка». «У меня есть экономка». «Где?» Он развел руками
и мы одновременно посмотрели в сторону кухни, откуда доносился храп. 3 года она переживает личную трагедию. 3 года? Личную? Рейнар, она не трагедию переживает. Она хронический неликвид. Я заменю ее на пробный период, месяц. Если не справлюсь, уйду сама. Он смотрел на меня, прищурившись, и я видела, как в его голове щелкают шестеренки. Пусть попробует, все равно сбежит, как все, а пока все равно бесплатно. «Хорошо», — сказал он, — «месяц, без жалования. Только жилье и питание». «Окей», — добавила я, — «и добавьте доступ к счетам». «К счетам? Зачем вам счета?» «Потому что без счетов я не экономка, а уборщица. А вы нуждаетесь не в уборщице. Вы нуждаетесь в том, что кто-то скажет вам, сколько вы стоите, и куда это уходит». «Ладно», — сказал граф, — «счета в кабинете. 3-я стопка слева или 4-я, я не помню». Клиент не помнит, где его счета. Это диагноз. Мак ушел, бормоча что-то про странные времена. Рейнар ушел по делам, в кавычках, и я осталась в холле одна. Хинке возник бесшумно, как дым. «Ну», — сказал он, — «договорились?» «Да, месяц, без жалования, со счетами». «Без жалования это плохо. Ты должна была торговаться». Хинке, я попала в другой мир через портал. Спала на кровати, которую можно использовать как пыточный инструмент. И передо мной проект, который разваливается на глазах. Жалование это потом. Сначала нужно доказать ценность. Так работает любой консалтинг. «Консалтинг», — повторил Хинке. «Слово-то какое варварское». Привыкай. Теперь у тебя в доме консалтинг. Он фыркнул, а потом сказал. «Счета не 3-я стопка, а 5-я. Он врет, что не помнит. Он знает, просто стыдится». Много долгов? «Много, но не смертельно. Если продать Восточное поле, выживет. Только он не продает, жалко». Почему жалко? Там старая мельница. Ее еще и его отец построил. Граф, может, и дурак, но совесть у него есть. Я это давно заметил». Клиент привязан к непрофильному активу по эмоциональным причинам. Информация полезная, подумала я. Использую потом. Хинки, пойдем. Покажешь мне дом. Настоящий. Не тот, который граф видит, а тот, который есть. Это 2 разных дома. Хорошо, пойдем. И мы пошли. Маленький заросший домовой и я. Первый день проекта. Команда 2 человека. Бюджет 0, ресурсы проблемные, шансы умеренные, настроение отличное. Это будет интересно. Хинки оказался лучшим аналитиком, с которым я работала, и единственным, кто не просил зарплату. Мы начали с подвала. Он шел впереди, касаясь стены лапой, и комментировал каждый метр. «Здесь труба зимой лопнула». А граф знает? «Нет, граф даже не знает, что у него есть подвал». А кто знает? «Я и крысы. Мы консенсус приняли. Труба не критичная, крысы живут, а я не трогаю. И они не трогают. Пока работает». Из подвала мы поднялись на кухню. Экономка, та самая, переживающая личную трагедию, спала на мешке с горохом. Храп был такой силы, что со стены упал крюк для кастрюль. 3 года», — сказал Хенке. «Я будил ее 2 Она сказала, что у нее нервы. Я домовой, я нервы не тревожу. Оставил». Хинке, она не нервы переживает. Она рудимент. Функция не выполняется, а должность сохраняется. В корпоративном мире это называется избыточный персонал. В моем мире это называется «баба спит». Это короче. Я записала в уме. Экономка к увольнению. После моего испытательного срока, чтобы не дестабилизировать коллектив. Хотя коллектив тут и так из 8 спящих и 6 работающих. Дестабилизация вряд ли возможна. Дальше была конюшня. 4 лошади, 2 здоровые, 2 на пенсии, как выразился Хинке. А зачем они? Граф не выбрасывает. Он и баб не выбрасывает, и лошадей не выбрасывает, и мельницу не продает. Он вообще ничего не решает, он ждет. Чего ждет?
что само рассосется. Хинке, а расскажи мне про пассий. Сколько их? 5. Он загнул пальцы. Эльза, Маретта, Клара, Ильза и Ровена. Ровена главная, она 4 года его держит. 4 года? В каком статусе? Почти графиня. Граф ездит к ней, а она не готова. Он возвращается. Приходит следующая, он терпит. Потом едет к Ровене опять. Цикл. Это не цикл. Это подписка на услугу, которая не предоставляется. Хинке посмотрел на меня. Ты опять со своими словами. Прости, но это значит, он платит вниманием, а взамен ничего не получает. Годами. Ну так я и говорю, дурачье. К вечеру у меня была полная картина. 14 слуг, из них реально работают 6. Долги значительные, но не смертельные. Поместье держится на Хинке, 2 конюхах, поварихе, садовнике и мальчике, который моет полы и непонятно кому подчиняется. И 5 пассий. 5 женщин, каждая из которых считает себя будущей графиней или претендует на внимание. 5, как будто он их коллекционирует. Нет, он не коллекционирует. Он не выбирает, потому что не умеет отказывать. Это не гарем, это очередь нерешенных заявок. Я сидела в гостевой комнате, Хинки рядом на подоконнике. «Хинки», — сказала я, — «ты говорил, что хочешь, чтобы граф остепенился». Хочу. «Что значит остепенился конкретно?» Чтобы в доме была хозяйка, настоящая, ни на неделю, ни на чай. И чтобы дом был домом, а не проходным двором. И чтобы он занимался хозяйством, а не бабами. «Ты хочешь, чтобы он женился?» Я хочу, чтобы в доме был порядок. А женитьба — это инструмент. Я прагматик. Я посмотрела на него. Маленький, заросший, прагматичный домовой с глазами-угольками. 12 лет он держал этот дом в одиночку, пока граф развлекался. И не ушел. Но он не мог, но и не сдался. «Хинки», — сказала я тебе обещаю, в этом доме будет порядок, и хозяйка, и граф остепенится. Но мне нужно время». У меня время есть. А у тебя всего месяц, граф сказал. Месяц — это на экономку, на остальное больше. А если он выгонит тебя через месяц? Не выгонит. Через месяц он увидит, что дом работает. А человек, который увидел, как может быть, не вернется к тому, как было. Это базовая психология перемен. Ты умная, сказал Хинки, для попаданки. Спасибо. Для домового ты тоже неплох. Он фыркнул, соскользнул с подоконника и исчез в стене. Она появилась на 3-й день, без предупреждения, как проверка налоговой. Я стояла в холле, пересчитывала свечи, когда дверь распахнулась и вошла она. Высокая, холодная, с осанкой, которую лепили с детства. Светлые волосы собраны так туго, что даже лицо натянулось. Платье дорогое, но с расчетом. Я приехала ненадолго, но ты должен заметить, сколько это стоит. «Граф дома?» — спросила она, не глядя на меня. Вообще, как будто я была частью мебели. «Нет», — сказала я, — «граф уехал, а я экономка, Марина». «Экономка?» Она, наконец, посмотрела на меня. Глаза серые, как мокрый камень. «Новая? А что случилось с госпожой Труде?» «Госпожа Труде отдыхает. 3-й год. И я решила ее не тревожить». Эльза моргнула. Потом выпрямилась еще больше. «Я леди Эльза фон Рамель. Я обычно жду графа. Проводите меня в малую гостиную». Клиент прибыл без приглашения, требует обслуживания, позиционирует себя как постоянного гостя. Это не визит вежливости. Это проверка территории, подумала я. Но провела ее в гостиную, подала чай. Печь на кухне теперь работала, повариха получила инструкции, и чай был настоящий, горячий, с печеньем. Эльза пила, и я видела, как она отмечает. Чашка чистая, скатерть свежая, печенье тоже свежее. Она не ожидала. «Давно вы здесь?» — спросила она наконец. 3-й день. «И уже экономка?» Граф оценил мою эффективность. Эльза поставила чашку. Посмотрела на меня внимательно.
«Марина, вы странная. Вы говорите так, будто управляете поместьем, а не моете полы». «А я и управляю. Полы — одна из функций, не главная». «А главное?» «Главное, чтобы дом был домом, а не проходным двором». Тишина. Эльза побледнела, и я поняла, что попала. Проходной двор — это именно то, что она знала о Зольнхофе, и именно то, что ее бесило, потому что она претендовала на этот двор, а двор не стоил претензий. «Вы дерзкая», — сказала она, — «для экономки». «Я не дерзкая, я честная. Это разные вещи. Дерзость — это когда хотят обидеть, а честность — когда хотят, чтобы стало лучше. Ваша чашка пуста? Налить еще?» Эльза встала. «Передайте графу, что я заезжала». «Передам. И леди Эльза». «Что?» «В следующий раз, когда приедете, предупреждайте заранее. Граф ценит порядок. Я обеспечиваю порядок. Неожиданные визиты — это не порядок, это хаос. А хаос я устраняю. Профессионально». Она уехала, забыв перчатки. Я положила их на полку в холле, куда кладут забытые вещи, и подумала, что перчатки — это неплохая метафора. Приехала, оставила след и уехала. Типовой паттерн. Хинке появился из-за портьеры. «Ну как, уехала?» «Уехала. Злая. Хорошо. Только она вернется. Эльза не из тех, кто сдается». «А я не хочу, чтобы она сдавалась. Я хочу, чтобы она поняла». «Поняла что?» «Что графиня — это не титул. Это работа. А она не готова работать». «Ладно, но если она вернется с отцом, я помогать не буду. Барон здоровый». «Хинке, мне не нужна твоя помощь с бароном. Мне нужен компромат на барона». «Компромат? Это я могу. У него восточное поле в аренде, графское. А он 2 года не платит. Я счета помню». «Отлично. Это не компромат, это рычаг, но сойдет. Значит так, первая пассия нейтрализована временно. Рано или поздно она вернется. Надо готовиться. Задокументировать долг фон Рамелей и применить при необходимости». К концу первой недели замок заработал. Не идеально, но заработал. Я ввела расписание, простое, на одном листе, прикрепленном к кухонной стене. Кто когда встает, что делает, в каком порядке. Хинке проверял исполнение. Слуги боялись его больше, чем графа, потому что граф мог накричать и забыть, а Хинке не забывал никогда. «Повариха», — сказал Хинке за утренней проверкой. «Почему мука в углу, а не в кладовой?» «Там сыро. Я знаю, что сыро. Почему не сказала?» «Кому? Графу? Он не слушает». «Мне скажешь, я передам ей». Он кивнул в мою сторону. «Она слушает. Это новинка. Привыкай». Повариха, крупная женщина с руками, способными замесить тесто на роту, посмотрела на меня с подозрением. Я улыбнулась. Она не улыбнулась, но муку перенесла. Утренние планерки были моей гордостью. Короткие 10 минут. На кухне, стоя. Повариха, конюх, садовник, мальчик с половой тряпкой. Я спрашивала, что сделали вчера, что делаете сегодня и что нужно. Первые дни они отвечали односложно. К 5-му дню садовник сказал: «Хинке говорит, в розарии розы можно спасти. Мне нужны 2 помощников на 3 дня». Хинке кивнул. Я выделила 2. Садовник ушел, и я заметила, что он почти не хромает. Поместье вставало. Проверка счетов заняла 3 вечера. Я сидела в кабинете графа, который пах пылью и старым вином, и разбирала стопки. Хинке сидел на углу стола и диктовал по памяти. «Ткач должен нам с прошлого года. 10 мер сукна. Не привез». Записала. «Кузнец починил ограду. Граф не заплатил. Забыл». Записала. «Это не долги графа», — сказал Хинке. «Это обиды. Граф не злой, он рассеянный. А рассеянность хуже злости. Злость видят, а рассеянность нет». «Хинке, ты мудрый». «Я старый». К исходу 3-го вечера у меня была полная картина. Долги значительные, но структурированные.
Большая часть – не кредиты, а невыплаченные платежи за услуги. Граф не платил кузнецу, ткачу, плотнику не потому, что не хотел, потому что забывал или надеялся, что само рассосется. Я составила график погашения. Ткачу сукно или эквивалент, кузнецу деньги сразу, плотнику по частям и письма каждому от имени графа с извинениями. Рейнар, когда увидел письма, побледнел. «Вы написали от моего имени? Извинения?» «Да, краткие и искренние, без деталей». «Я не извиняюсь перед ремесленниками». «Рейнар, вы должны им. Давно. Они работали и не получили. Извинения – это не унижение. Это инвестиция в репутацию. Завтра они расскажут, что граф Ван Дольт заплатил и извинился. Послезавтра к вам придет лучший кузнец в округе, потому что он слышал, здесь платят. Это называется работодательский бренд». Он молчал, потом: «Вы все переворачиваете, каждое слово». «Я ничего не переворачиваю. Я говорю правильно. Вы жили как будто вверх ногами, а теперь нормально, привыкайте». Он ушел. Хинки, наблюдавший из-за книжного шкафа, подошел. «Он злится?» «Нет, он боится». «Чего?» «Что ты права. А если ты права, значит, он 12 лет был неправ. Это больно». Неделя первая. Система внедрена, долги структурированы, персонал частично мотивирован. Домовой полностью на моей стороне. Граф в состоянии отрицания, но отрицание уже трещит. Проект в работе. Хинке исчез в стене. Маретта появилась на 10-й день. Она приехала с 2 пирогами и с улыбкой, от которой хотелось проверить, где твой кошелек. «Ренар дома?» – спросила она, вваливаясь в дверь, как к себе. Пироги поставила на стол, шаль на спинку стула, платок на перила, 3 предмета, 3 точки захвата. Я оценила скорость. «Графа нет», – сказала я. «Я Марина, экономка. Чаю?» «Ой, вы новенькая, а старая где? Ну, которая...» Маретта махнула рукой, означавшей «спала 3 года». «Бедная женщина, у нее нервы. Я всегда говорила, нервы нельзя тревожить. Вот пирог творожный и вишневый. Ренар любит вишневый». Клиент прибыл с подношениями. Позиционирование своя в доску. Не давит, как Эльза. Греет. Это опаснее, потому что приятнее. Граф расслабляется с ней, не подозревая подвоха. Классическая разведка под видом дружбы, подумала я. Маретта села, налила себе чаю, отрезала пирог и начала болтать. Она болтала мастерски, легко, весело, с паузами в нужных местах, чтобы я вставила слово. О погоде, о ценах на рынке, о том, что соседский барон женился и какая была свадьба, ты бы видела. Я слушала, кивала и отмечала, что каждые 5 минут она задавала один вопрос. Разный по форме, но одинаковый по сути. «А Рейнар часто уезжает? А дом, наверное, дорого содержать? А сколько комнат? А слуг много? А, говорят, он уволил кого-то. А Равена, ну, ты знаешь Равену? Она ведь в городе далеко. А далеко это надолго?» 4 или 5 вопросов за полчаса. И все о состоянии дела, о графе, о Равене. Маретта не пассия, она информатор. Только чей? Вот в чем вопрос. «Маретта», — сказала я, когда она перевела дух. «Пирог прекрасный. Рецепт дашь?» «Ой, конечно! Я сейчас запишу». И хотела попросить одно. Ты приезжай, когда граф дома, а не когда его нет. А то, получается, ты вроде бы как к нему, а пируешь со мной. Непорядок. Маретта замерла. Улыбка не исчезла, но застыла, как штукатурка. «Да я просто по-соседски». «По-соседски — это когда пируют вместе с хозяином. А когда хозяина нет, а гостя спрашивает, сколько у него слуг и куда он ездит, это не соседство. Это инвентаризация чужого имущества». Тишина. Маретта побагровела. «Ты кто такая, чтобы...» «Я экономка, я уже говорила, и моя работа порядок. В
том числе порядок в визитах. Приезжай, пожалуйста, когда граф дома. Чаю дам, пирог съем, вопросов задавать не буду, но без графа дверь закрыта». Маретта уехала, пироги остались. Я отнесла вишневый на кухню, повариха попробовала и сказала: «Неплохо, только корица дешевая. Видимо, экономят». Хинке материализовался из пустоты. «Хорошо ты ее, только жестко». «Жестко — это когда с лестницы. Я вежливо. Она поняла». «Она не поняла, она обиделась. Это разные вещи». «Обида — это тоже результат. Обиженная не приедет неделю, а за неделю я разберусь с остальными». «Ты всех хочешь прогнать?» Он спросил не осуждающе, а с любопытством. «Я не гоню, я фильтрую. Та, которая нужна графу, пройдет фильтр, остальные нет». «А ты знаешь, какая нужна?» «Нет, но я знаю, какая не нужна. Та, кто приходит, когда хозяина нет, и считает его свечи». Кинки сел на подоконник, болтая ногами. «Марина, ты умная, но ты не подумала об одном». «О чем?» «Маретта — дочь торговца. У нее отец злой и деньги. Если обидеться, может проблемы создать. Торговцы, они мстительные». «Хинки, я не боюсь дочери торговца с дешевой корицей». «А зря. Корица дешевая, отец дорогой». Хинки ушел в стену, бормоча что-то про корпоративную этику с таким отвращением, будто я заставила его есть лимон. Месяц подходил к концу. Дом стоял, кухня работала, счета разобраны. Слуги просыпались вовремя и даже почти не храпели. А граф косился. Он косился с первого дня, но к концу месяца это стало заметнее. Не злобно, не подозрительно, а как человек, который видит странное, но не может подобрать слово. Я ловила его взгляды. На кухне, когда я раздавала задания, в холле, когда я объясняла садовнику, что розарии — это не кусты какие-то, а точка притяжения поместья, создающая первое впечатление у гостей. Он стоял за углом и слушал, и я знала, что он слушает. И он знал, что я знаю, и мы оба делали вид, что ничего не происходит. В тот вечер я сидела в кабинете за полночь. Счета закончились, но началось кое-что похуже. Инвентаризация имущества. 32 позиции, из которых половина – стулья разной степени целости. Я записывала стул номер 14, когда услышала шаги. Рейнар стоял в дверях, в ночной рубашке со свечой, с выражением лица человека, который вышел за книгой, а обнаружил, что у него в кабинете сидит чужая женщина в его рубашке. Его рубашка была велика мне, я забрала ее из шкафа в гостевой неделю назад, потому что моя единственная кофта порвалась. Рубашка пахла лавандой и чем-то еще, чему я не давала названия. «Что вы тут делаете?» – спросил он. «Инвентаризацию. В 3 часа ночи?» «В 3 часа мне никто не мешает. Днем мешают». Стул номер 14, третья ножка короче на 2 пальца. Рекомендация: списать или подклинить. «Вы шутите?» «Я не шучу про стул. Это серьезный аудит. Из 32 стульев целых только 11. Остальные разрушены». Он не засмеялся, он стоял и смотрел. Свеча дрожала, и его лицо дрожало. И я вдруг заметила, что у него длинные ресницы, что мне категорически не следовало замечать, потому что ресницы не моя экспертиза. «Марина», — сказал он тихо, — «вы тут месяц и ни разу не попросили денег, одежду, защиту. Вы просто работаете. Почему?» «Потому что есть задача. Задача не закрыта, а я не ухожу с недоделанных проектов». «А когда закончите, уйдете?» «Мне некуда уходить. Портал закрылся». Он кивнул, развернулся и ушел. Книгу, за которой приходил, не взял, а я смотрела ему вслед и думала. Клиент демонстрирует признаки эмоциональной привязанности к исполнителю. Риск для проектной объективности. Дверь закрылась, я села обратно. Чернильница опрокинулась. Чернила потекли по столу, и я выругалась.
А из-под лестницы донеслось: «Ругаться грех, плюс соседи слышат». Хинки сидел в углу кабинета. Не знаю, давно ли, может, весь вечер. Ты подслушивал? Я не подслушивал. Я присутствовал. Домовой имеет право присутствовать в своем доме. Ты сидел в углу и молчал 2 часа. Я думал О чем? о том, что он на тебя странно косится. И ты тоже косишься, только не странно, а по-другому. Я не кашусь. Косишься, я домовой, я все вижу. Ты на него смотришь, когда он не видит, и перестаешь смотреть, когда он видит. Это называется косишься. Хинки, я фиксирую наблюдение. Это профессиональная привычка. Профессиональная привычка – это когда ты записываешь, а тут ты не записываешь, ты запоминаешь. Это другое. Хинки, ты мудрый, но лезешь не в свое дело. Мое дело – дом. Ты в доме. Ты – мое дело. Если ты будешь коситься и не признаваться, дом пострадает, граф пострадает, все пострадает. А я не хочу. И что ты предлагаешь? Ничего. Я домовой, а не сваха. Я говорю, не бойся. Делать выводы не страшно. Страшно не делать и думать, что спасаешься. Ты не спасаешься, ты откладываешь. Хинки, ты когда-нибудь ошибался? Часто. Я думал, старый граф дурак, а оказалось, он добрый. Я думал, новый граф пропащий, но, может, он и не пропащий, а просто ждущий. Чего ждущий? Чтобы кто-то пришел и не ушел. Не из-за денег, не из-за титула, а потому что вот, здесь, и остался. Он исчез, свеча мигнула, чернила на столе высохли. Я сидела в темноте и не открывала отчет. Непрофессиональная пауза. Фиксирую, не устраняю, подумала я. Равена не приезжала никогда. Это было ее главным оружием. Все остальные пассии появлялись. Эльза давила, Моретта разведывала, Клара мило улыбалась, Ильза утешала, а Равена только писала. Письма приходили раз в неделю, иногда чаще, тонкие, надушенные, на хорошей бумаге. Рейнар читал их в кабинете, запершись. Я знала, потому что Хинки говорил. «Опять письмо», — сообщил Хинки за ужином. Заперся, читал, потом сидел, потом вышел и выпил вина. Много. Сколько? 2 бутылки. Я считал. А что в письмах? Не знаю. Я не читаю чужие письма. Я домовой, а не шпион. Насчет бутылок ты ведешь. Бутылки – это про дом, а письма – это про душу. Душа не мое. На 5-й неделе Рейнар сам положил мне письмо. Молча, как счет. Потом сел и стал смотреть. «Прочтите», – сказал он, – «и скажите, что вы думаете по этому поводу». Я прочла. Письмо было красивым, чувственным, грамотным. Рава написала о тоске, о луне, о том, как она ждет, но не готова, как душа рвется, но обстоятельства не позволяют. Она писала длинно, нежно и ни о чем. Ни одного конкретного слова, ни одной даты, ни одного «приезжай» или «я приеду», только «скоро», «может быть», «когда-нибудь». Я дочитала, положила письмо на стол. «Ну?» – спросил Рейнар. Равена талантливый автор. Писать она умеет, чувствовать тоже, наверное, но она пишет не вам. «Как не мне? Вот же, Рейнар, прочтите внимательно». Здесь нет ни одного обращения к вам. Нет ты, нет мне нужно тебя видеть. Есть луна, тоска, обстоятельства. Она пишет о себе. Вам, да, вы адресат, но не содержание. Это не письмо вам. Это как будто запись в дневник, которую она отправляет, потому что вы согласны читать. Рейнар побледнел, потом покраснел, потом побледнел снова. «Вы не понимаете, она не может. Обстоятельства, семья, обязательства». 4 года? Какие обстоятельства длятся 4 года? Сложные. Рейнар, это не обстоятельства. Это стратегия. Она держит вас на расстоянии вытянутой руки.
Близко, чтобы вы не ушли, и далеко, чтобы не давать ничего. Это не любовь. Это так называемая привязка поставщика. Вы вложились в нее время, внимание, чувства, а она ничего не предоставляет взамен. И не предоставляет, потому что ей выгодно, чтобы вы ждали. Ждущий клиент не уходит. Он сидит на крючке и думает, что это его выбор. Вы все переводите на свои варварские слова. Потому что ваши слова не работают. Вы 4 года называете это обстоятельствами, а я называю отказ. Кто-то из нас правее. Угадайте, кто? Он встал. Стул упал, он не поднял и ушел. Хинке выглянул из закатки с фикусом, который я спасала второй день. Жестко. Правда всегда жесткая. Он обиделся. Он обиделся на правду, это проходит. Откуда ты знаешь? Потому что я 4 года работала с клиентами, которые обижались на правду. И ты не боишься? Если он рассердится по-настоящему, выгонит, а тебе идти некуда. Я знаю. И не боишься? Боюсь, но молчу. Потому что если я начну подстраиваться под его обиды, дом развалится. А я здесь ради дома. Ты ради дома? Точно? Точно. А не ради графа? Граф — часть дома. Хитро. Ты хитрая, Марина, для попаданки. Для домового ты тоже неплох. Это ты уже говорила. Значит, правда остается правдой при повторении. Он ушел в стену, но не сразу. Сначала постоял, потом тронул мою ногу своей рукой, коротко, еле ощутимо, как будто сказал «Я с тобой», и исчез. Рейнар уехал снова на 7-й неделе. Утром он вышел к завтраку, одетый для поездки. Камзол дорожный, сапоги, перчатки новые. Я поставила перед ним кашу и хлеб. Кашу он не тронул, хлеб отломил, пожевал и выплюнул на салфетку. «Я еду к Равенне», — сказал он. «Знаю». «Откуда?» «Вы надели дорожные сапоги, и хлеб выплюнули, значит, нервничаете. Когда вы нервничаете, это значит, вы едете к ней». «Вы все замечаете». «Профессиональная деформация. Когда вы вернетесь?» «Не знаю». Он встал, я нет. Продолжила есть кашу, потому что каша хорошая, и завтрак — это святое. «Марина». «Да». «Если я не вернусь через 2 дня?» «Вернетесь». «Вы не знаете». «Знаю. Равена вас отпустит». Она вас 4 года отпускала. Почему теперь? Что изменилось? Он замер, потом кивнул и ушел. Конюх вывел лошадь. Копыта постучали по двору. Химки появился из-за чайника. Сел на край стола. «Уехал». Уехал. «Ты его отпустила?» Он не мой, он клиент. Клиенты уходят. «Ты плачешь?» Я не плачу, я ем кашу. «Ты плачешь, я слышу. Домовые слышат. А мы слышим, когда сердце сжимается. У тебя сжимается с 3-й недели. Я молчала, теперь говорю». Хинке, я не плачу, я фиксирую. «Фиксируешь — это когда ты записываешь. Ты не записываешь, ты молчишь и смотришь в окно. Это другое». Ты уже говорила это. «Потому что ты уже делала это и тогда, и сейчас». Я молчала, он ждал. Потом слез со стола, ушел и вернулся с пледом. Положил мне его на колени. Сухой, пыльный, но теплый. Это откуда? «Из своих запасов. Я храню на всякий случай. На случай — это когда кто-то в доме грустит. Когда граф грустит, я несу вино. А когда ты грустишь, я несу плед. Вы разные люди, и лекарства для вас разные». Хинке. «Молчи. Ешь кашу. Грусть голодом не лечится». Он ушел в стену, а я сидела с пледом на коленках и холодной кашей в тарелке. За окном садовник подрезал розы, повариха выносила помои. Все работали. Без графа, без меня. Система, которую я построила, держалась сама. Проект устойчив к отсутствию руководства. Индикатор зрелости. Хорошо. Только почему-то совсем не радует. Я не плакала. Точно не плакала. Просто плед был пыльный, и глаза слезились.
Аллергия, наверное, на подвал, на домовых, на правду. Он вернулся через день. Не через 2, через 1. Я услышала стук копыт, когда разбирала кладовку. Банки, горшки, мешочки. Порядок. Крупы слева, специи справа. Хенке одобрил. Сказал: «Наконец-то! Я 12 лет просил об этом. Меня никто не слышал. Только тебя слышат. Даже не знаю, радоваться мне этому или злиться». «Радоваться», — сказала я. «Злиться непродуктивно». «Я домовой, мне не нужна продуктивность. Мне нужно, чтобы мука была слева». «Это и есть продуктивность». Варварское слово. Не повторяй его при мне. Стук копыт. Я выглянула в окно. Ренар слезал с лошади. Медленно, как человек, который устал не физически, а изнутри. Подбежал конюх. Граф бросил поводья и пошел к дому. Спина прямая, плечи вниз, шаг тяжелый. Я видела такие спины после совещаний, когда клиенту сказали «нет» в последний раз. Когда надежда не просто треснула, а рассыпалась, и человек еще не знает, что с этим делать. Я не вышла навстречу. Вернулась в кладовку, досчитала банки, достала из печки ужин, который держала теплым на всякий случай, поставила на стол. Рядом обновленный бюджет поместья. С профицитом. Рейнар вошел на кухню, сел. Молчал. Я поставила тарелку, он не ел. Взял бюджет, открыл, смотрел долго. Цифры, колонки, графики, которые я рисовала от руки, потому что принтеров тут не водилось. «Профицит?» — сказал он. «Да». «За 2 месяца». «Да, за 2 месяца. 14 слуг, 1 домовой и четкий график. Это не я, система». «Систему сделали вы». Он положил бумаги, посмотрел на меня. Лицо его было серое, усталое, без маски, без надменности. Просто мужчина, которому 4 года говорили «скоро», а скоро не наступило. Она сказала, что не готова. «Опять?» «Опять». «Рейнар, 4 года. Это не отношения. Это подписка на услугу, которая не предоставляется. Отписывайтесь». «Вы уже говорили это». «И? Ничего не изменилось. Или изменилось, но вы не хотите признавать?» Он молчал, а потом вдруг засмеялся. Не тихо, не вежливо, а громко, как человек, которому наконец-то сказали вслух то, что он знал, но боялся сформулировать. Смех был горький, но настоящий. Я смотрела на него и думала. Клиент демонстрирует эмоциональный прорыв. Это хорошо. Это очень хорошо. Я не закончила, потому что он смотрел на меня. Не искоса, а прямо. И мысль потерялась. Где-то между прорыв или у меня проблемы. «Марина», — сказал он, — «вы невозможная женщина». «Спасибо. Я предпочитаю эффективное. Но невозможное тоже неплохо». Он снова засмеялся. Тише и теплее. Хинки выглянул из-за печной трубы, посмотрел на нас, на ужин, на бюджет с профицитом, фыркнул и исчез. Но я услышала, как он прошептал в стене. «Наконец-то!» Леди Эльза вернулась с отцом. Я увидела их из окна 2-го этажа. Барон фон Рамель, крупный, краснолицый, с усами, которые могли бы заменить метлу. И Эльза рядом, прямая, как копье. С лицом, на котором написано «Я пришла не мириться, я пришла побеждать». «Кинки», — сказала я, — «у нас гости, вооруженные». «Вооруженные?» «Барон с усами. Усы — оружие массового устрашения». «Марина, не шути. Барон здоровый и злой. Если Эльза настроила его...» «Она настроила. Вопрос в чем? Идем, встречаем». Я спустилась по лестнице. Медленно, спокойно, с папкой. В папке расчеты. Долг барона за аренду Восточного поля. За 2 года. Сумма значительная. Графа дома не было, уехал к соседу по делу. Ну что ж, тем лучше. Дверь открыл слуга. Барон вошел, заполнив холл целиком. Эльза за ним. Я стояла у подножия лестницы. «Граф дома?» — рявкнул барон. «Нет, я Марина, экономка. Чем могу вам помочь?» «Можете передать графу».
что в его доме живет женщина неподобающего поведения, а моя дочь – будущая графиня, и наличие здесь посторонней особы компрометирует ее положение. «Барон», — сказала я, — «пройдемте в малую гостиную. Чай». «Я не за чаем приехал». «Тем не менее, разговор долгий, присядем». Он не сел, Эльза не села, а я села. Иногда сидеть, когда все остальные стоят, это уже сила. Я открыла папку. «Барон, вы говорите, ваша дочь – будущая графиня?» «На каком основании?» «На том, что она леди фон Рамель, и ваш граф оказывал ей внимание». «Внимание – это не помолвка. Бывали же и другие женщины. Вы в курсе?» Эльза побагровела. Барон шагнул вперед. «Осторожнее с формулировками, экономка». «Я и так осторожна. Позвольте вопрос. Восточное поле, оно ваше или графское?» «Графская. Оно в аренде у нас». 2 года. А арендная плата?» Тишина. Тяжелая, как челюсть барона. «Мы платили», — сказал он. «Нет». Я протянула расчеты. 2 года, ни одной выплаты. Вот долг, сумма вот. Подтверждено счетами, которые граф любезно предоставил. И свидетелем. Хинке, домовой этого дома, который помнит все. Барон дернулся. Эльза сжала кулаки. «Это не имеет отношения к...» «Имеет», — перебила я. «Вы претендуете на поместье, долги перед которым не оплачены вами. С точки зрения хозяйственной логики, ваша дочь не будущая графиня. Она должник, и вы должник. Вот лестница, вот дверь. Вас проводить?» Барон покраснел, потом побелел. Эльза взяла его за руку, повернулась ко мне. Глаза серые, мокрые, злые. «Вы пожалеете», — сказала она. «Вряд ли». Я пожалела 1 раз, когда не попросила жалования. Больше не жалею. Всего доброго. Они ушли, дверь закрылась. Наступила тишина. Хинке возник из-под лестницы. Он просто сиял. «Хорошо спустила. Ровно, без падений». Они сами, я их не трогала. «Я не про них, я про тебя. Ты спустилась по лестнице и не дрогнула. Красиво». Хинке, ты мне льстишь. «Я не льщу, я фиксирую. Ты же это слово любишь, да? Фиксирую. Ты была хороша». Я села на ступеньку. Руки дрожали, папка дрожала, я дрожала. Адреналин выходил, как вода из трубы. «Хинке», — сказала я, — «ты ведь нарочно портишь им подковы, да?» «Не понимаю, о чем ты». «Подковы, которые ты случайно портишь гостям, которые мне не нравятся». «Я домовой. Я не порчу подковы. Я обеспечиваю безопасность, чтобы лошадь шла медленнее, чтобы гость думал по дороге. Это забота, а не вред». «Забота?» «Да, забота и плед – это одно и то же. Только плед теплый, а подкова поучительная». Я засмеялась. Дрожь прошла, Хинки сел рядом, маленький, заросший, довольный. 12 лет он ждал, чтобы кто-то спустил с лестницы тех, кто мешает дому. И, наконец, дождался. «Хинки», — сказала я, — «спасибо за подковы». «Не за что. Это забота». «Ты опасный союзник». «Я домашний». «Домашние всегда опасны, потому что мы навсегда». Клара приехала на следующий день после барона, как будто чувствовала, что поле свободно. Молоденькая, лет 20, с круглыми глазами и манерой улыбаться, от которой хотелось погладить ее по голове. «Рейнар дома?» — спросила она, заглядывая в дверь. «Дома, обедает. Я Марина, экономка. А я Клара. Меня Рейнар приглашал на обед». Приглашал на обед по привычке. Граф приглашает всех на обед, как бросает крошки голубям. Без цели, просто чтобы были. Я проводила ее в столовую. Хинки, который сервировал, случайно забыл прибор для гостей. Я добавила. Клара не заметила подвоха. Села, улыбнулась, положила салфетку на колени и начала болтать. О цветах, о собачке,
О том, что папа судья, но добрый, правда, строгий, но добрый. Рейнар ел молча. Клара говорила за двоих. Я подавала, убирала, меняла тарелки. В какой-то момент Клара повернулась ко мне и спросила: «А вы давно тут работаете?» 2 месяца. «И как? Нравится?» «Да, дом хороший». «Рейнар хороший», — сказала она тихо. И посмотрела на него. Не жадно, как Эльза, просто с обожанием. Юным, нелепым, искренним. Я стояла с графином в руках и понимала, она не враг. Она ребенок, который приехал, потому что граф красивый, и папа разрешил. А вдруг она не знала, что попадает в поле боя. Ей никто не сказал, что тут война. После обеда Клара задержалась в саду. Я вынесла ей чай. Она сидела на скамейке, болтая ногами, и смотрела на розы. «Красиво», — сказала она. «Раньше тут сорняки были, теперь розы. Вы хорошо тут все устроили. И Рейнар изменился». «Чем изменился?» «Домой приходит пораньше. Раньше всегда куда-то мчался, а теперь домой. Это из-за вас?» Я поставила чайник. «Клара», — сказала я, — «скажи честно, ты его любишь?» «Ну, он красивый, добрый, когда хочет. Он всегда добрый, просто рассеянный. Клара, ты не хочешь быть графиней. Ты хочешь, чтобы тебя звали на обед. Это разные вещи. А вы хотите быть графиней? Я хочу, чтобы дом был в порядке. Остальное приложение». Она уехала через час. Улыбнулась на прощание, помахала рукой и больше не вернулась. Она просто поняла. Ей было всего 20, но она поняла быстрее, чем все остальные. Четвертая Ильзе оказалась проще всех. Ильзе была вдова. Она приезжала утешать графа после ссор с Равеной. Рейнар не звал ее, она приезжала сама. Утешала пирогами, вином и плечом, на которое можно опереться. Я открыла ей дверь вежливо. Через окно, потому что дверь открыть не успела, а окно было ближе. «Граф дома?» — спросила Ильзе, уже поднимая ногу на крыльцо. «Он занят. Бюджетный период». «Что?» «Бюджетный период, закрытие квартала. Не беспокоить». «Но я всегда...» «Вы всегда, теперь не всегда. Граф больше не нуждается в утешении. У него система. Система утешает надежнее». Ильза стояла, открыв рот. Потом развернулась и ушла. Без пирогов. Пироги я забрала. Они остались на крыльце. Повариха оценила. Лучше, чем у Маретты. Корица хоть нормальная. Хинки сидел на перилах и наблюдал. 4 ушло, сказал он. 1 осталась, Равена. Но Равена не приедет. Она не приезжает. Равена пишет. Я знаю. И что будешь делать? Ничего. Равена не мой бой. Равена его бой. А если проиграет? Не проиграет. Потому что теперь он знает, что такое закрытый проект. И что такое бесконечный. Он выберет. Хинки кивнул. Соскользнул с перил и исчез. Но из стены донеслось. Было 5. Стало 0. Хорошо поработала попаданка. Рейнар уехал через 3 дня. На этот раз он сказал. Стоял в холле в дорожном камзоле и сказал мне, прямо без уклонения. Я еду к Равене. В последний раз. Знаю. Откуда? Вы сказали «последний». Прежде вы говорили «ненадолго». Разница в слове. А в слове «решение». Он кивнул. Конюх подвел лошадь, и он уехал. Хинки возник из-под лестницы. Опять отпустила. Опять. И опять не плачешь? Не плачу. Врешь. Не вру. Это аллергия на подвалы, на домовых, на правду. На правду это что-то новенькое. Это хроническое, это не лечится. Можно только не провоцировать. А ты провоцируешь. Он фыркнул, сел рядом. Мы сидели на ступеньках холла, как 2 сторожа, и смотрели на дорогу, по которой уехал граф. Солнце садилось. Мальчик домыл ступени и тоже ушел.
Двор пустой, дом тихий. «Хинке», — сказала я, — «а если он не вернется?» Вернется. «А если Равена скажет «да»?» Не скажет. А на 4 года говорит нет. Почему вдруг сейчас да? Люди не меняются. Меняются обстоятельства. А обстоятельства у него все те же. «Тогда зачем он поехал?» Чтобы убедиться. Последний раз это не надежда, это похороны. Он едет хоронить. Не Равену, свою веру в нее. «Это страшно». Страшно, но необходимо. Ты же не можешь похоронить за него, он должен сам. Ты можешь только ждать и быть здесь, когда он вернется. Я посмотрела на него. Маленький, заросший, сидит на ступеньке, болтая ногами, и говорит мне вещи, которые любой психотерапевт произнес бы за 200 монет в час. А он бесплатно, потому что он домовой и мой. «Хинке, Что? ты говорил, что домовые не лезут в душу». Я не лезу. Я стою на пороге. Душа там, а я тут. Но если дверь открыта, я заглядываю. Это не вторжение, это соседство. Я засмеялась, а он нет, но глаза потеплели. Ночь прошла, и я не спала. Сидела в кабинете и делала вид, что работаю. На самом деле слушала каждый звук с дороги, каждый стук копыт, который оказывался ветром. Каждый шорох, который оказывался Хинке, который приходил и садился на подоконник. Молчал и уходил. 3 раза за ночь. 3 раза возвращался, как будто проверял, я еще здесь, я еще держусь. Утром меня разбудил стук копыт. Я вышла на крыльцо. Рейнар слезал с лошади, медленно, спина прямая, но плечи иначе, не тяжелые, как будто сбросил груз. Нес мешок 4 года и, наконец, поставил. «Ну», — сказала я. Она сказала, что не готова. «Опять?» Опять. Только теперь я услышал. «Что услышали?» Что не готова — это не нет. Это никогда. Просто вежливее. Я молчала. Он стоял, держал поводья и смотрел на меня. Рассвет был розовый, и его лицо было розовое, и я подумала, что розовый ему идет, и что это не профессиональная мысль, и что Хинке бы сказал, я же говорил, и что мне все равно. Марина, «Да, я голоден. У вас есть каша? есть. Хинке следит за запасами, каша есть всегда». Он засмеялся, тихо, устало, но засмеялся и пошел в дом, а я за ним. А из-под лестницы донеслось тихое, довольное, как мурлыканье. Наконец-то! Вечер, сад, скамейка в розарии, который садовник спас, а Хинке 2 месяца подкармливал перегноем и комплиментами. Розы цвели, пахли, садилось солнце. Я просто сидела, без папки, без отчета, руки на коленях, глаза смотрят на закат. Первый раз за 2,5 месяца без работы. Рейнар вышел из дома. Я услышала его шаги, но не обернулась. Он сел рядом, молча. Плечо к плечу. Скамейка была узкая, и вариантов не было. Долгая тишина. «Марина», — сказал он, — «вы тут 3 месяца. Вы привели в порядок дом, счета, слуг. Вы убрали из моей жизни 5 женщин, и я вам благодарен. Хотя должен был бы злиться». Вы злитесь просто эстетично. «Я не злюсь, Вы странная. Вы говорите про проекты, как будто жизнь — это контракт. И при этом вы сидите на скамейке и смотрите на закат. Вы плакали, когда я уехал к Равене. Хинке сказал. Хинке — нарушитель конфиденциальности. Он переживает за меня, как и вы, если быть честным. Только он это признает, а вы нет». Я молчала. Он посмотрел на меня прямо, без уклонения. «Коситься нечестно, поэтому смотрю прямо. Я не хочу, чтобы вы ушли». «Я никуда не уйду. Портал закрыт». «Я не про портал. Я про то, когда дом будет в порядке. Вы сказали, что не уходите с недоделанных
проектов. Дом почти доделан, что потом? Я повернулась к нему, смотрела прямо, без уклонения. Видела ни надменность, ни маска, ни клиент категории «С». Просто человек, который боится, что я уйду, и не умеет этого сказать иначе, кроме как через вопрос о проекте. Это не проект, это Рейнар. Да. Дом никогда не будет доделан. Дом – это не проект. Дом – это постоянное обслуживание. Бесконечный контракт. Без даты окончания. Это предложение? Это формулировка. Предложение должен вносить инициатор. Это корпоративная этика. Я инициатор. Я предлагаю вам бесконечный контракт. Без даты окончания. С вами. Из-за куста розария раздался оглушительный чих. Потом еще один. Потом тихое бормотание. Аллергия на правду не лечится. Я засмеялась, Рейнар засмеялся, Хинки не засмеялся, но я знала, что под кустом он улыбается. Осторожно, как будто забыл, как это делается, и только что вспомнил. Рейнар, Что? одно условие. Какое? Хинки остается навсегда, с полным доступом ко всем трубам, подвалам и щитам. Я и не думал его увольнять. Он меня раньше уволит. Правильно. И еще перчатки Эльзы, которые она забыла. Я их вернула? Нет. Верните с курьером и с запиской. Граф Ван Дольт благодарит за визит. Перчатки прилагаются. Дальнейшие визиты не предусматриваются. Графиня Ван Дольт. Графиня Ван Дольт? Это я. Пока предположительно, но если вы уж предложили бесконечный контракт, то, я думаю, определенно. Он смотрел на меня, а я на него. Закат догорал, розы пахли, а где-то в стене дома тихо гудела труба. И Хинки, наверное, сидел на подоконнике, грыз сухарь и думал. 12 лет ждал. Дождался. Остепенился. Проект закрыт. Нет, проект не закрыт. Проект переименован. Из экономка в графиня. Функция та же, а объем больше. Бюджет совместный, срок бесконечный. Контрагент надежный, риски умеренные, рекомендация принять. Решение принято, отчет закрыт. Нет, не закрыт, а открыт навсегда, как и должен быть. Эпилог. Через полгода. Поместье. Утро. Я стояла у окна спальни на 2-м этаже. Двор внизу. Слуги разгружали подводу. Повариха командовала с крыльца. Конюх считал мешки. Садовник ругал мальчика за неправильно нарезанные розы. Система работала без меня. Что и было смыслом системы. Рейнар спал, разбросав руки. Без камзола, без маски. Просто мужчина, который наконец-то спал спокойно. Потому что дом цел, счет в плюсе и жена у окна. Хинки сидел на подоконнике, грыз сухарь и смотрел на двор. «Ну», — сказал он, — «остепенился?» «Процесс идет. Бесконечный контракт, помнишь?» «Помню. Я и говорил бесконечный. Ты только слово «контракт» произнесла, а надо было «дом». «Ты прав». «Я всегда прав, я домовой. Мы не ошибаемся. Мы только ждем, пока люди догонят». «И сколько ждать пришлось?» 12 лет и 3 месяца. И 1 прыжок с парашютом, и 1 клумба, и 1 домовой, который не ушел». «Хинке, «Что?» спасибо за плед. Тогда, когда он уехал к Равене». «Это забота, я уже говорил». «Да, ты говорил, но я не поблагодарила». «Поблагодарила. Действием. Ты осталась. Это лучше слов. Слова пустые. Действия полные». Он доел сухарь, отряхнул крошки, посмотрел на меня. «Графиня», — сказал он. «Что?» «Доброе утро, графиня». Я улыбнулась. Он спрыгнул с подоконника и исчез в стене. Рейнар пошевелился во сне и пробормотал. «Марина, стул номер 14 подклинить».
Я засмеялась. Тихо, чтобы не разбудить. Отчет закрыт. Нет, отчет не нужен. Жизнь — это не отчет, жизнь — это дом. А дом — это люди, которые в нем остаются. Солнце вставало, розарий цвел, и где-то под лестницей маленький домовой грыз сухарь и думал. 12 лет. Дождался. Хорошо-то как. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!